Всем привет! Сегодня я расскажу про уникальный Volkswagen Sirocco с двигателем и полным приводом от Audi TT RS. Изначально это был обычный Volkswagen Sirocco с двигателем 1.4 и механической коробкой передач на переднем приводе. Владелец купил этот автомобиль новым и с момента покупки хотел установить двигатель 3.6 турбо. Подобный тюнинг делают несколько европейских контор, но пока владелец копил деньги, цены сильно выросли. Он начал искать варианты в России, после чего обратился к нам, так как у нас был опыт в постройке подобных машин. Владелец подошел к доработкам основательно, был доработан каждый узел автомобиля, начиная с двигателя, коробки передач, заканчивая покраской кузова. Начнем с самого главного, с двигателя. Это 5-цилиндровый мотор объемом 2,5 литра от Audi TT RS первого поколения. С завода он выдает 340 лошадиных сил. Этот движок достаточно надежный, с хорошим потенциалом и красивым звуком. Не зря его ставят только на модели Audi RS. Так как машина поедет далеко от Москвы, мы решили полностью обслужить двигатель. Заменили цепи ГРМ, маслосъемные колпачки и все возможные прокладки и сальники. Шестиступенчатую механическую коробку передач заменили на 7-ступенчатую роботизированную DSG DQ500 и полный привод с халдексом 4-го поколения, также все от TT RS. Для этого пришлось заменить селектор и ручку КПП и убрать педаль сцепления. Салон также обновили, установили новый руль, блок климата и магнитолу от рестайлинга. Так как новый двигатель и трансмиссия гораздо тяжелее, из-за этого сильно изменилась развесовка и нагрузка на переднюю ось. Поэтому родные амортизаторы и пружины мы заменили на комплект винтовой подвески Bilstein B14 от TT RS, которые рассчитаны под новый вес. На автомобилях с передним и полным приводом идут разные стабилизаторы поперечной устойчивости. Соответственно, эти сюда не подошли, и мы поставили спортивные от компании H&R. Чтобы немного облегчить переднюю ось, стоковые передние рычаги и поворотные кулаки заменили на алюминиевые от Audi RS3. И напоследок заменили все сайлентблоки в передней и задней подвеске и в заднем подрамнике на полиуретановые. Передние 312-е тормоза заменили на 340-е с 4-поршневым суппортом от Audi TT второго поколения, а сзади 255-е поменяли на 310-е с вентилируемым диском. Установили прямой выхлоп с глушителем Milltec Sport от Sirocco R на две стороны. Штатные 17-е колеса заменили на кованые 18-е BBS с редкими шинами Michelin Pilot Sport 4S. Хочу вам немного рассказать про кузов и цвет. Заменили все стекла, фары и фонари на новые оригинальные. Установили оригинальный обвес Volkswagen Sirocco R и все это окрасили в цвет Porsche, который называется Viola Metallic.
А сейчас мы поедем на чип-тюнинг. When I'm done, lift me up with your company. There's no telling what you want me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight. Something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. Вот мы приехали на чип-тюнинг. Будем делать Stage 2, так как у нас стоит полный выхлоп без катализатора Milltek и увеличенный интеркулер Wagner Tuning. Прошили двигатель и коробку, все прошло отлично, а сейчас едем на замер. Вот мы и замерили машину на стенде замера мощности. Она показала 396 сил и 560 крутящего момента. Это, конечно, маловато, но нам интересно, как она поедет в реальных условиях. Так как у нас планируется на тест не один автомобиль, мы сделали свою шкалу крутости. В ней мы будем учитывать время разгона 100-200, мощность и вес автомобиля. Все замеры будем производить на одном диностенде с полным баком сотового бензина с одной заправки. Это у нас первая машина, назовем ее Sirocco 2.5 86. Для объективности показаний мощности и динамики мы будем взвешивать каждый автомобиль. Вес этого авто 1510 кг, без водителя с полным баком бензина. У нас не стоит задача прорекламировать свои машины, мы просто делаем честный обзор на крутые автомобили в тюнинге. Сюда может попасть каждый. Если у вас интересная машина с правильным тюнингом, пишите нам на почту. Ссылку оставим в описании. Мы уверены в надежности своего проекта, поэтому прямо сейчас машина своим ходом отправляется в город Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа, который находится 3000 километров от Москвы и будет радовать своего владельца. Если вам понравился наш обзор, поддержите лайками, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!